Всем привет! Сегодня у нас расклад. Совет от высших сил на следующую неделю. И давайте я вам одну вещь покажу, как тренироваться. Ну, во всяком случае, я так делаю. Мы это сделали также на игру в коробочку, но с коробочкой сложнее, потому что карт 78, а вещей разных много. Давайте эти уберем карты пока. Возьмем маленькую колоду, потому что мне неудобно мешать. Мешаем колоду. Мешаем, хорошо мешаем. И вот смотрите. Выбираем одну карту откуда-нибудь вот отсюда, с середины. И ложим вот сюда вот. Ложим или кладем, я не знаю, как правильно. Итак, достаем 3 карты. Открываем сразу. Шестерка кубков. Так вот сюда сделаем. Шестерка кубков. Жрица. И пятерка пентаклей. Вот смотрите. А шестерка кубков у нас про что? Это ностальгия. Видишь, они там вдвоем сидят, ностальгируют. Вот эти актеры, как раньше они играли. То есть мечты детства, когда вот воображение искрилось, желание творить и так далее и тому подобное. Жрица у нас про что? Жрица – это интуиция, да? Скрытые знания, там подсказывает, что за поворотом там привычного, за поворотом подсознания, там новые идеи есть, потенциал для роста и так далее. Пятерка пентаклей – это карта бедности. Вот смотри, она про что говорит? Ну, если ты Таро не знаешь. Что? Испытания, отсутствие уверенности в плане денег, да вообще в материальном плане. Что подталкивает тебя к действию, да, и к поиску там каких-то путей реализации. А значит, карта, которую мы вытянули, или туз жезлов, или король жезлов. Давайте посмотрим. Туз жезлов. Ну вот, все верно. То есть поняли, да, вот так вот тренироваться нужно. Ну, это у нас для этого есть коробочка. Есть экспресс-расклады в магическом чате. Давайте уберем. Расклад наш начнем. А то заболтался. Вот так тренируйтесь. Это все в середку положили. Давайте колоды вернем на место. Итак, вроде все видно. Так, и прежде чем начать... Так, подождите. Сейчас. И прежде чем начать, я хочу вам сказать, что, уважаемые дамы и господа, мне пишете, что много негативных раскладов. Ну, смотрите, я еще раз повторяюсь. Вы привыкли вот по каналам прыгать, где вам льют сказку, сахар льют, что там все замечательно, он тебя ждет, он тебя любит, он там тебя холит, лелеет и нежно в лобик твой целует. Вы отвыкли от настоящих раскладов. Реально отвыкли. Потому что я куда ни зайду, там или в уши льют, чтобы вам понравиться, чтобы вы подписались. А чтобы подписались, что нужно? Конечно же, сахар лить. Я не буду этого делать. Я на сделку с совестью не пойду. Расклады будут так, как карты показывают. Потому что ко мне очень много людей приходят, вот которые... Десятка мечей – это самая лучшая карта, это воздушная карта, башня – это значит домик родной. Ну, конечно же. Ну, вы зачем? Зачем это все? Ну, я не хочу вам понравиться. Я вот
как карты показывают, так и говорю. Сидит женщина вся, слезами упивается по бывшему мужику, все ее бросили, и она мне говорит, а чё все карты негативные? Так вот, я вам и хочу задать вопрос. Почему у меня выпадают карты негативные? Я тоже хочу сахарные расклады делать, но, увы, я делаю расклады именно такие, какова ваша жизнь. Поэтому негативные карты, тут уж подойдите к зеркалу и скажите себе, вот глядя в глаза, почему у деда карты негативные падают. Итак, я думаю, что мы друг друга услышали. Давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Смотрите, для сигнификации посмотрим, как эта неделя прошла. Дальше посмотрим советы, как вообще выходные провести, вот эти, которые завтра. По картам тебя неделя, вот как сказать, без вазелина. Ну, давай по-другому скажу. Она тебя вымотала. Вот ты прям чувствовала, что пора бросать это гиблое дело. Работу, отношения, хрень всякая в жизни. Ты эту неделю... Я подбираю литературные слова, но неделя плохая была. У тебя прям внутри назрело, что вот хватит, там, надоело, я сваливаю. Но с другой стороны, как будто кто-то тебе, знаешь, вот эти палки, хотел сказать, кирпичи взгромоздил. Ты пыталась скинуть этот груз, но он к тебе прирос. У тебя всю неделю ответственность за других, долги, обязательства, которые ты сама на себя навесила. И у тебя эту неделю, прям полный раздрай. Вроде бы мозги кричат: беги, беги, да, от всех, от всего, а ноги в бетоне. И вот ты металась между тем, чтобы забить на все, да, и между тем, что надо терпеть, ведь люди на меня надеются. Наверняка плакала в подушку от бессилия вот этого, злилась на себя, на весь мир, даже на меня, наверное. А злилась что? То, что не можешь вот разорвать этот порочный круг. Тебя кто-то или что-то подводил всю эту неделю. Обещали помочь, в итоге опять все сама тянула. Всю неделю у тебя было чувство такое, что вот весь мир против тебя, мир несправедлив к тебе, тебя не ценят, а ты уже на нуле. Вот ты добралась, как говорится, до пятницы доползла. Ты не добралась, ты доползла. Внешне у тебя все нормально. Ну, ты там, как говорится, на людях не плакала. А внутри ты была вот хуже, чем лимон выжатый. И самое плохое — это то, что понимание пришло, что ты сама загнала себя в эту ловушку. И неделя, она у тебя прошла в попытках убедить себя, что вот надо еще чуть-чуть немножко потерпеть. Но терпеть уже нечем было. И вот эта пятница, она как маленький островок счастья в этом бушующем океане. То, что завтра выходные. И всю неделю ощущение, что на месте топчешься. Вроде шаг вперед делаешь, а потом смотришь, ты все на том же месте.
Сейчас у тебя усталость, дикая злость, и вот это, как ее, пустота. Какой совет от высших сил на следующую неделю? Я, кстати, извиняюсь за свой голос, горло болит. Ну, тут, знаешь, хватит ныть. Хватит ныть, ты на меня, наверное, злишься уже из-за этих слов. Хватит у моря погоды ждать. Пора, как говорится, всем дать просраться. Вот эта искорка, идея, которая у тебя в подсознании тлеет, вот ее хватай, пока она не остыла. Не надо 100 лет готовиться. Не надо это рефлексировать, ждать идеальных условий. Начинай делать хоть что-то прямо вот сию секунду, сейчас. На спортзал ты забила. Мечтаешь работу сменить, так ты хотя бы резюме отправляй. Даже если кажется, что работа там не совсем та, которая тебе нужна, но ведь тебя, как сказать, и так ты на дне за эти недели. Хотя бы попробуй. У тебя же в голове вот по картам у тебя куча планов в голове. Фантазий до хрена. Но вот это вот твое. А что, если у меня не получится? Они тебя, вот эти мысли, они тебя парализуют. В следующую неделю ты между вариантами будешь метаться. И представлять себе миллиард сценариев, а в итоге в воздухе зависнешь. И совет на следующую неделю, он простой. Выбери одну цель и к ней иди. Не распыляйся там на 2, 3, 10 целей. Все вот эти твои, ой, а вдруг то, а вдруг может это вот ловушка, понимаешь? Реальность, она не идеальна. Но действовать надо в условиях таких, какие они есть. Если знака будешь ждать или там подходящего эфемерного момента, то ты все проспишь. Страшно, я знаю, но первый шаг — это всегда как прыжок в пропасть. Вот когда в проживании девочки, это и есть он в шуте, когда ты шагаешь в самом начале. Ну, знаешь, если просто сидеть и рисовать в воображении картинки радужные вместо действий, ну это самообман. Вот высшие силы, они тебе зеленый свет дают, но ты должна сама на газ нажать. За тебя это никто не сделает. Я из расклада в расклад говорю: действуй, действуй, действуй. Вот. Ты ничего не делала, и посмотри, как у тебя неделя прошла. Извиняюсь. Как эти выходные перед следующей неделей провести, завтрашние, то есть? Ну, знаешь, это твоя, вот эти выходные, последняя подзарядка перед рывком. Надо отдохнуть так, чтобы вот тело и душа тебе спасибо сказали. Там, например, закрой гештальты все, там отчеты допиши, в шкафу приберись, верни долг подруге. Сделай то, что висит над тобой вот этим грузом. Когда хвосты разгребешь, то почувствуешь легкость, как вот после генеральной уборки. Но, вот самое главное но, не превращай свои выходные в сплошной диванный марафон под сериалы. Валяться и нечего делать, у тебя сейчас соблазн очень великий, особенно после вот этой недели херовой, извини меня за выражение. Но если ты переборщишь с ленью, то в понедельник проснешься опять разбитый, без сил и, как говорится, опять ползти на работу. Баланс нужен. Баланс, жесткий баланс. Съезди там на природу, встреться с подружками, но самое главное только с теми, кто тебя заряжает, а не высасывает энергию своими «Ой, меня мужики опять не любят». И знаешь, главное начеку быть. Возможность или идея, которая к тебе случайно, вот как говорится, прилетит через предложение или разговор, это будет не просто так. Поэтому у тебя есть привычка, знаешь, какая отмахиваться. Ой, потом, ой, не сейчас, ой, я сейчас загружена по самое не балуйся.
Даже если кажется, что тебе не до этого, присмотрись. Может быть, это тот самый шанс, который ты ждала. Но и приключений на ровном месте не ищи. Просто ушки на макушке и глазки свои открой. Мир, потому что на выходных может подкинуть что-то стоящее для тебя, пока ты перезагружаешься. И да, конечно, выспаться нужно. Потому что в понедельник тебе вставать и делать, а не стонать, как тебе все надоело. Но тут все кратко. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, двоечки, как неделя прошла. Ну, знаешь, ты как будто на перекрестке стояла эту неделю. И вот, знаешь, вот какая у меня картинка. Ты стоишь на перекрестке, и у тебя вокруг много твоих чемоданов, тяжелых. А это чемоданы твоих планов. А ноги у тебя в бетоне. Вот, знаешь, по-другому скажу, вот все вокруг как будто тебе сигналило. Давай решайся, давай двигайся, не стой как вкопанная. А ты на месте топталась всю неделю. Потому что у тебя голова гудела от вариантов. А какие варианты? То ли дело новое начать, то ли там к бывшему вернуться, то ли шоколадку поесть. У тебя мозг взрывался от этой карусели. И вроде дороги-то открыты, а выбрать одну страшно, вдруг промажешь. И при этом ты чувствовал, что кто-то рядом тебя тянет в свою сторону, как будто пытается, как сказать, этот от собаки забыл. Поводок как будто на тебя пытается надеть. И это или человек с работы, который, как говорится, глазки строит, или подруга, которая вечно свои проблемы на тебя вешает. И в итоге ты всю неделю вот металась между «хочу» и «надо». И к пятнице так устала, как будто вот этот пробежку, не пробежку, а марафон как будто пробежала в туфлях на огромных каблуках. Которые есть такие вот же тонкие, я не знаю, как они называются, тонкие-тонкие такие каблучки. И плохое, что ты понимаешь, что ты сама этот бардак создала, разрешив всем лезть в твои дела. И итог недели, планы есть, энергия есть, а толку нет. Потому что вместо действий у тебя бесконечный вот этот диалог внутри с этими, за и против. Какой совет на следующую неделю? Ну смотри, на следующей неделе тебе нужно включить режим такой, детективное агентство «Лунный свет». Я не знаю, почему-то вспомнил этот сериал. Режим детектива. Эркюль Пуаро. То есть любая информация, которая к тебе на следующей неделе прилетит, особенно от молодых и слишком болтливых людей, это может оказаться хуже вранья. То есть на слово не верь. Даже если тебя уверяют, что это там секретные данные из там бункера или там инсайт от проверенного человека, проверяй все. Проверяй смски, проверяй эти письма, сплетни, все проверяй. Всю эту муть тебе нужно включать режим Эркюля Пуаро. И вот что интересно, если ты не поведешься на провокации, да, не полезешь в драку из-за ерунды, то к концу недели ты устроишь себе праздник настоящий.
Речь не про шампанское и вот эти, как их, фейерверки. То, что наконец-то ты получишь то, о чем ты давно мечтал. Или премию выбьешь себе, или мужик нормальный объявится, или просто сумочку купишь, на которую копила полгода. Это самый главный праздник. Вот главное, на ерунду не распыляйся, глазки открытыми держи и детективное агентство «Лунный свет». Не знаю почему. Напиши в комментариях, помнишь этот сериал? Он в начале 90-х шел. Итак, выходные как провести? Забудь, забудь, вот как про прошлое это сказать помягче. Забудь про попытки выжать из себя слезы над прошлым. Потому что тебе хочется порыдать над разбитыми тарелками, да, то есть над разбитыми надеждами, старыми фотографиями. Но это тупик. Вместо того, чтобы пялиться, как говорится, в тарелки пустые, да, в переносном смысле я имею в виду, займись тем, что принесет тебе реальную пользу. Проверь счета за коммуналку, вдруг там переплата. Посмотри холодильник, выкинь там просроченные продукты, составь нормальный список покупков. То есть вот все сделай, чтобы вот, например, там деньги на всякую хрень не тратить. Не сиди просто так. Родителям позвони, спроси, как дела у них. Помоги им. Может, там компьютер что-нибудь там завис. Продукты завези. Если сил на вот такие подвиги нет, да, устрой день заботы о себе. Но без понтов. Это вот сделай себе маску на лицо, на волосы, ванна с этой солью морской. В шкафу уберись. Знаешь, главное, делай то, что дает тебе ощущение порядка и контроля. И к понедельнику тогда ты проснешься с чувством, что в твоей жизни есть вот эта твердая почва под ногами, а не болото из старых обид. Потому что на выходные у тебя, как сказать, прошлое тебя захочет засосать в свое болото. Поэтому не лезь в это болото, оно невкусное и вообще. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Как неделя прошла. Ну, почему-то по картам, как будто вот как праздник был на прошлой неделе. То ли гости, то ли какие-то посиделки домашние. А может, просто целую неделю ощущение, что, как говорится, крыша над головой крепкая. Но ничего такого не было. Где-то примерно возьмем середины недели, да, со среды, под ложечкой начала подсасывать от каких-то мыслей, которые ты сначала отгоняла. Типа вот знаешь, как вот объяснить-то это словами? Вот сидишь ты такая, да, довольна, сидишь, ничего вроде бы не предвещал, потом бац, и в голову всякие сомнения лезут. Насчет работы, насчет отношений, какой-то фигни, которую ты давно не решала. И вот знаешь, как вот внезапно. Вот ни с того, ни с сего, да? Еще кто-то из твоего окружения тебе идею подкинул, которая тебя напрягла. Не факт, что вот злобно, а вот как будто ты, как сказать, пытаешься разгрызть орех, который не разгрызается, и остановиться не можешь. Вот я не знаю, как это объяснить.
В общем, фоном какая-то тревожная зудежка, да, под ложечкой. Хотя поводов для паники не было. То есть ты как будто сама внезапно создала проблему из воздуха, накрутила себя из-за чего-то старого, да? И вот суть в том, что вот внешне все хорошо, а внутри мышь бегает по колесику внутри, ну, по этому колесу, как хомячки бегают. И это тебя выбесило, потому что ты же любишь все контролировать. Прям вот тебе хотелось встать и заорать. Да чтоб вы... Вот не могу я сказать такое. Но вместо этого ты улыбалась и вид делала, что все хорошо. Но зато теперь к выходным в голове бардак. Столько мыслей, что аж, как говорится, спать мешают. И кушать не дают. Кушай, кушай, обязательно кушай. Совет какой на следующую неделю. Ну, знаешь, тебе через свои сопли нужно будет пройти. Как танк. Если видишь, что кто-то мутит воду, скрывай правду сразу, без вот этих церемоний. Например, сидишь там на совещании, да, начальник там какую-нибудь ерунду несет, да? Говори, это бред, давайте реальность. Если подруга тебе юлит, врет, сразу говори, хватит не мозги пудрить, говори как есть. Даже если тебе придется разрулить какой-то там конфликт, который ты годами замалчивал, тащи, как говорится, его на свет Божий. Не бойся, что кого-то заденет. Нет, когда ты четко и без эмоций выскажешься, люди либо отвалят, либо начнут уважать тебя. И не загоняйся насчет последствий, ни в коем случае. Вот прям как в детстве, помнишь? Увидела лужу, перепрыгнула, дальше побежала. Упала в лужу, встала, как говорится, отряхнулась, дальше пошла. Главное, действуй. Быстро, уверенно. Понимаешь? И чем резче и честнее на следующей неделе ты будешь, тем быстрее получишь свой кайф от своей жизни. А в конце недели тебя ждет прям огонь. Или, как сказать, или премия, или комплимент такой. Вот такое чувство будет в конце недели, что я молодец. Вот прям вот такое чувство. Как выходные провести. Но на море ты не поедешь, шубу ты не купишь. Знаешь, свои фантазии вот про море и про шубу отложи. Займись на выходные реально тем, что тебе пользу принесет. Разбери там завал в своих вот этих, у тебя куча квитанций, куча договоров, куча там вот этого всего бумажного. Или смотри свой бюджет денежный. Прикинь там, сколько уходит на ненужную хрень, вроде типа Озон, Wildberries, eBay и прочее, вот это вот все ерунда. Если не хочешь, как говорится, бытовухой заниматься, то здоровьем займись. К стоматологу, кстати, запишись, потому что ты 5 лет к нему не ходил. Купи себе подушку, чтобы шея у тебя по утрам не скрипела. Вот это как называется? Какую же ты хотел-то эту? Я слово забыл. Ортопедическую. Знаешь, смысл выходных в том, чтобы сделать что-то одно, но капитально. Не метаться между 15 тысяч делами. Понимаешь? И никаких вот этих, как сказать, полумер. Либо, как говорится, чистишь весь холодильник до блеска, либо не начинай. Это вот я про это говорю. То есть на полпути не заканчивай. И еще лучше, в идеале, займись тем, что принесет тебе деньги. Там старый хлам продай, да, там через Авито. Или, если ты удаленка работаешь, какой-нибудь план перевыполни. Вечером, конечно, можно тупить в сериал, но только после дела. И вот если ты будешь дисциплинирован на выходные,
то в понедельник ты войдешь как танк, говорится, да, по своим же соплям, а не как выжатый лимон и «Ой, понедельник настал, мы все это самое». Так, это у нас был, да, третий вариант. Помни, что дед с тобой рядом. И вообще ты молодец.